Как снять с учета автомобиль, проданный по доверенности? Продажа автомобилей по генеральной доверенности получила широкое распространение в кругах автомобилистов, так как имела определенные преимущества перед заключением договора купли-продажи. Продавать таким образом ТС его собственнику было удобно, так как он избавлялся от выполнения некоторых рутинных обязательств по переоформлению. Тогда почему у многих автовладельцев сегодня возникает острая необходимость снять с учета машину, проданную по доверенности? Ответ лежит в постоянно меняющемся законодательстве РФ, которое вчерашние плюсы превращает в сегодняшние минусы. Почему не стоит продавать авто по доверенности? Причиной, заставляющей задуматься автолюбителя о том, как снять с учета машину, которую продал по доверенности, является изменение налогового законодательства. Пару десятилетий назад продавать автомобиль по генеральной доверенности было еще как-то выгодно и удобно. Однако сейчас такая возможность уже не предоставляется. К примеру, налоговый кодекс РФ сегодня не на стороне таких автовладельцев. Например, до официального принятия данного налогового кодекса РФ до 5 августа 2000 года налогоплательщиком признавалось лицо, получившее авто по доверенности. По транспортным средствам, зарегистрированным на физических лиц, приобретенным и переданным ими на основании доверенности на право владения и распоряжения транспортным средством до момента официального опубликования настоящего федерального закона, налогоплательщиком является лицо, указанное в такой доверенности. При этом лица, на которых зарегистрированы указанные транспортные средства, уведомляют налоговый орган по месту своего жительства о передаче на основании доверенности указанных транспортных средств. Абзац 2 статьи 357 К РФ. Абзац 1 этой же статьи устанавливает, что сегодня налогоплательщиком является лицо, передавшее свое авто другому на основании оформленной генеральной доверенности. Налогоплательщиками налога, далее в настоящей главе, налогоплательщики признаются лица, на которых в соответствии с законодательством Российской Федерации зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объектом налогообложения в соответствии со статьей 358 настоящего кодекса, если иное не предусмотрено настоящей статьей. Абзац 1 статьи 357 К РФ. Снять машину с учета, если она продана по доверенности, не является обязательным требованием при оформлении такой сделки. Это и подталкивало многих на совершение такого шага, так как никто не задумывался о вреде закрепленной за ним регистрации авто. Незнание закона уже с 5 августа 2000 года заставляет людей добровольно загонять себя в финансовое рабство, так как именно продавец по доверенности остается сегодня налогоплательщиком. Как снять с учета проданное по доверенности авто? Постоянная ежегодная уплата транспортного налога вместо нового владельца авто – не единственная причина побыстрее осуществить снятие с учета ГИБДД машины, если она продана по доверенности. Поскольку официальным владельцем автомобиля остается бывший владелец, то и за все, что происходит с участием этого авто, отвечает также он. Будь то ДТП с тяжелыми последствиями, выплата налогов вместо нового владельца или если авто вызвало какие-либо подозрения у сотрудников ГИБДД, привлекаться будет его собственник в первую очередь. Даже раздел имущества при разводе вынудит владельца платить половину стоимости уже давно проданного автомобиля бывшей супруги. Именно поэтому стоит поторопиться со снятием ТС с регистрации в ГИБДД. Итак, как снять с учета автомобиль, проданный по доверенности? Как владелец, вы можете достаточно легко прекратить регистрацию ТС, все, что нужно сделать. Связаться с новым владельцем и потребовать перерегистрации авто. Если уговоры не помогли, написать соответствующее заявление в ГИБДД, в котором указать причину такого решения. Восстановить регистрацию можно в любой момент без особых затруднений. Однако стоит ли сразу рубить с плеча? Возможно, новый владелец не отягощает вас финансовыми хлопотами, исправно платит налог, а вы просто хотите снять с себя все обязанности, связанные с проданным автомобилем. Тогда снятие авто с учета без его ведома будет для него неприятным сюрпризом, так как он не сможет его эксплуатировать. Государственная регистрация транспортного средства – совокупность регистрационных действий и иных действий в соответствии с настоящим федеральным законом. Статья 4 ФЗ от 3 августа 2018 года номер 283 ФЗ о государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Свяжитесь с новым владельцем. Если у вас остались контактные данные покупателя, то вы можете связаться с ним и, описав ситуацию, потребовать от него осуществить перерегистрацию автомобиля на себя. Если он к тому же уклонялся от выплаты налога, то требуйте выплатить вам все убытки, понесенные из-за его халатного отношения.
Если попытки договориться мирно не привели к желаемому результату, действуйте более жестко. Снимите автомобиль с учета. Если до 1 января 2020 года была возможность снять транспортное средство с регистрационного учета, например, в связи с его утратой, то начиная с указанной даты, такая возможность, увы, отсутствует. В силу статьи 18 ФЗ от 3 августа 2018 года 283 ФЗ о государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации государственный учет транспортного средства прекращается по заявлению владельца транспортного средства. Такие меры быстро остудят доверенное лицо, которое будет ездить на автомобиле до первой остановки инспекторами ГИБДД. Если ТС снято с учета, оно будет помещено на специализированную стоянку. А водитель, если ему дорого авто, сам вас найдет и будет просить восстановить регистрацию. При этом он согласится и расходы покрыть, и автомобиль переоформить на себя. Если у вас нет контактных данных нового владельца, напишите заявление об утрате. Такое заявление аннулирует регистрацию ТС. Государственный учет транспортного средства прекращается по заявлению владельца транспортного средства. Статья 18 ФЗ от 3 августа 2018 года 283 ФЗ о государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Только не указывайте причины хищения, иначе будете обвинены в заведомо ложных обвинениях, если новый владелец предъявит квитанции об оплате. Как видите, часто меняющееся законодательство может сыграть злую шутку с обычными гражданами. Именно поэтому перед каждым важным шагом советуйтесь с юридическим консультантом.